Привет, меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами про разницу между let's go and why don't we go. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у меня есть Instagram Kirill's_English и телеграм-канал Kirill's_English. Можно оформить подписку, и там вам будут доступны разборы сцен из фильмов, если вы хотите поработать над произношением или пониманием речи на слух, а также я записываю уроки, которые чуть дольше, нежели Reels, потому что Reels, вернее Shorts, хронометражом всего лишь 1 минуту, и не всегда успеваешь рассказать все, о чем хочется, поэтому там будет чуть больше такие короткие 5-минутные видео. Когда мы пытаемся человеку предложить что-то сделать, пойти, например, сегодня прекрасный день, вы решили предложить кому-то пойти сходить, например, на пляж. Что первое приходит вам в голову, если вы говорите по-английски, как человеку предложить? Пошли на пляж. Я думаю, многие сразу спонтанно скажут слово let's. Такое выражение есть, такая фраза присутствует. Но что делать, если вы с человеком ничего заранее не планировали, и вы не знаете, человек свободен, не свободен. То есть сказать let's будет слишком агрессивно, ассертивно, то есть не для всех ситуаций это подходит. И если вы понаблюдаете за англофонами, то вы заметите, что let's в разговоре всплывает не так часто и актуально только для конкретных ситуаций, когда, может быть, вы с человеком заранее что-то обговаривали и хотите его либо поторопить, либо сказать, ну, мы идем или нет. Что же делать, какие есть конструкции? Вы можете использовать фразу why don't we. Сегодня мы разберем два случая. Why don't we и why don't you. Итак, допустим, вы хотите человека пригласить на пляж, вы говорите why don't we go to the beach. Когда вы говорите человеку why don't we go to the beach, это то же самое, когда вы говорите hey, do you want to go to the beach? Вы человека приглашаете. Помните, что глагол want не всегда имеет просто значение «ты хочешь». Он имеет значение побудительного какого-то действия. Если вы хотите пригласить человека в кино, вы говорите... Как вы говорите? Можете поставить на паузу ради интереса, написать на листке, как бы вы человека пригласили пойти в кино. Помните, что уйма вариантов может быть. Обычно я стараюсь научить вас самым ходовым вариантам, таким, которые вы чаще всего услышите. Не потому, что, например, я так хочу, а просто вы их часто услышите, имеет, наверное, место познакомиться с тем, что часто будет вам бросаться в уши, чтобы вы знали, о чем народ вообще вокруг вас говорит. Итак, в кино мы приглашаем обычно следующим образом. Hey, do you want to see a movie? Или Hey, why don't we see a movie? То есть очень часто изучающий английский язык дословно переводит фразу why don't we, особенно если вы на русском языке говорите, и кому-то может показаться что-то совершенно не то, что эта фраза передает. Еще раз, why don't we это то же самое, что let's do it или do you wanna do it. Вы приглашаете, you give a suggestion. Why don't we have a constructive dialogue? Why don't we have a constructive dialogue? Здесь вы призываете человека, даете ему побуждение поговорить конструктивно. Why don't we take a short break? Why don't we take a short break? Здесь вы человеку говорите, давай отдохнем, сделаем перерыв короткий. Why don't we split the bill? Why don't we split the bill? Здесь вы человеку предлагаете заплатить каждый за свой заказ, то есть разделить пополам счет. Если вы хотите сравнить еще раз, чем отличается why don't we split the bill? Why don't we split the bill? Это то же самое, что hey, do you want to split the bill? То есть вы человеку предлагаете что-то и спрашиваете, есть ли у него желание или нет. It's an open question. It's an open kind of invitation to an action. A suggestion. Если вы говорите let's split the bill, здесь вы, собственно, человеку выбора как такового не оставляете, вы очень ассертивно выражаете свою точку зрения. Опять же, в какой-то ситуации это может сработать, в какой-то ситуации это может показаться очень настырным. Поэтому смотрите, как говорится, read the air. Кроме why don't we, мы можем использовать местоимение you, когда вы с собеседником тет-а-тет, один на один, и вы можете сказать, например, hey, why don't you come down and we'll meet? Hey, why don't you come down and we'll meet? Здесь вы человеку говорите, спустись и давай встретимся, поговорим, например. Пойдем, выйдем. Why don't you just open the door and find a better mom? Напоминаю, что все примеры я беру из языкового корпуса, и здесь большинство примеров взяты из каких-то фильмов, передач, сериалов и так далее. То есть вот эта строчка была obviously taken from some kind of movie, и человек, в общем, здесь, наверное, в каком-то плохом настроении, чья-то, может такое сказать. Почему бы тебе не выйти и не поискать тогда лучшую мать вашу? Why don't you start us off? Why don't you start us off? Очень часто в подкастах, если вы смотрите, какие-то дискуссии ведутся, человеку говорят, давай ты начнешь. Типа, Жора, начинай.
То есть, смотрите, здесь побуждение к действию идет. Такое очень open-ended. Да? Мы человека не принуждаем, а мы даем ему право выбрать. Что ты думаешь по этому поводу? Вот ты сейчас хочешь начать или нет? То есть человек может отказаться. И очень часто в контексте школы, если учитель просит человека там что-нибудь рассказать, прочитать, например, если учитель хочет попросить ученика прочитать что-нибудь, он может сказать следующее: Why don't you read it? И это будет очень вежливое побуждение к действию. Why don't you read it? Либо Why don't you ask her? Здесь why don't you может также служить как каким-то советом, таким очень легким, ненавязчивым. Итак, в английском языке в разговорной его версии существует уйма разных средств, которыми вы можете передать побуждение к действию. Suggestion or advice. Сегодня мы с вами поговорили про один из миллионов способов. Это использование фразы why don't you, если вы говорите тет-а-тет с собеседником, либо why don't we, если вы группой людей. Стоит различать let's do it, why don't we do it, and do you wanna do it. Why don't we do it, do you wanna do it? Они очень близки по смыслу между собой, между ними можно поставить знак равно. Let's в всем своем одинаковом переводе на русский язык, например, имеет другую коннотацию. Помните, что если вы хотите запомнить слова, выражения, о которых я рассказываю, мало просто сидеть, послушать видео, закрыть и больше к нему не возвращаться. Очень важно, чтобы вы использовали это на практике и несколько раз. Помните, практика и еще раз практика. Собственно, почему я решил вам рассказать сегодня про эту фразу? Это casual фраза, используется в разговоре очень часто между друзьями, между знакомыми, и вы услышите ее везде, если вы общаетесь с англофонами, если вы живете в англоговорящей стране, или если вы смотрите reality-шоу, talk-шоу. Я сейчас не говорю про фильмы и сериалы, потому что, помните, фильмы и сериалы — это не то, как мы говорим в жизни. Так красиво мы не говорим, и мы не такие смешные. То есть это все же скрипт, это сценарий, это искусственно созданный язык, заученный, он может приближаться к тому, как люди говорят на самом деле, но, поверьте, люди так не говорят. Помните фильм «Друзья»? Никто так смешно, быстро, язвительно никогда вам не выразит мысль. Это могут делать только единицы, и то это специально обученные, так сказать, этому люди. Но, тем не менее, эта фраза очень часто у всех на слуху, и поэтому вам она будет полезна, если вы будете ее узнавать и понимать ее как побуждение, простое побуждение к действию. Меня зовут Кирилл, желаю всем отличных выходных. Пока. Hey, why don't you start interacting and engaging with that brand? Why don't you give this experiment a go at home? Ask the question, why don't you just straight out say these women are being... Why don't you begin? Because you predate me on it. Why don't you try tutoring? Why don't you rent the drill? Or even better, rent out your own drill?